Всем здрасте, с вами Настя. В играх про восхождение всегда есть что-то особенное. Кажется, все просто, карабкайся вверх. Но на деле это не только о прыжках и ловкости, а о терпении, упорстве и умении не сдаваться после падений. Каждая неудача здесь шаг к следующей попытке. А каждая вершина – личная победа. 2025 год принес несколько проектов, где подъем превращается в целое приключение. Абсурдное, трогательное, иногда даже философское. И эти игры учат принимать ошибки с улыбкой и идти дальше. Ведь главное не высота, а путь, который к ней ведет. Спасибо всем, кто поддерживает канал за труды. Ты тоже можешь легко это сделать. Сканируй QR-код или воспользуйся ссылкой в описании канала. С тебя лайк и подписка, с меня интересный факт об игре из списка. Погнали! A difficult game about climbing. Это жестокий к игроку, но по-своему философский симулятор восхождения, в котором вы, управляя руками альпиниста, пытаетесь покорить коварную вершину, где каждая ошибка может стоить часов прогресса. Здесь нет смерти, насилия и чекпоинтов, только падение, отчаяние и желание доказать себе, что сможете. Механика проста. Все управление происходит с помощью мыши или геймпада. Вы контролируете только руки персонажа. Но именно эта простота превращается в сущий кошмар, когда неудачный замах отправляет вас обратно в самый низ. Игра не просто испытание на реакцию, а психологическая проверка на терпение. Каждый камень требует точности, каждая вершина самоконтроля. За неудачами следуют философские цитаты и спокойная музыка, лишь усиливающая иронию происходящего. В бесплатном дополнении 2025 года появилась новая локация, еще более сложный маршрут и дополнительные механики лазания, превращающие игру в настоящий гимн страдания и упорству. Интересный факт. Автор проекта Ponty Pants вдохновился легендарной Gentic Our It with Bennett Foddy, решив создать не просто ее преемника, а игру, где каждое падение — это личная притча о смирении. Комьюнити особенно тепло приняло спидран-аспект. Рекорды начали устанавливать уже в первую неделю, а клипы с идеальными раскачками быстро разлетелись по сети. Даже разработчик подбадривал стримеров не сдаваться в прямых эфирах. Игроки использовали полулегальные скипы, от раннего First Jump Skip до применения маятниковой инерции на гранях. Часть трюков родилась случайно и уже разобрана в гайдах и видео эссе спидранеров, где подробно показывают окна таймингов и безопасные точки на рельефе. Only Up – восхождение русов. Это мультиплеерная игра в жанре паркура, где важны точность, выдержка и умение сохранять концентрацию. Вам предстоит прыгать, карабкаться и искать путь вверх по сложным локациям, созданным для того, чтобы проверять вашу реакцию и терпение на каждом шагу. Игроки оказываются в суровом мире Гипербореи, где народ русов ведет вековую борьбу с ящерами. Пришло время вернуть честь предков и доказать свое превосходство. Соберите команду до 8 человек, соревнуйтесь, помогайте друг другу или, если потребуется, сталкивайте соперников и ящеров с платформ. Уникальная механика позволяет привязаться к точке, где был сброшен ящер, и мгновенно возвращаться туда, что создает новые возможности и стратегии при прохождении. Управление полностью зависит от точных действий игрока. Высокие замки, башни и платформенные конструкции создают приятную атмосферу. Игра оптимизирована таким образом, чтобы запускаться даже на слабых компьютерах. И интересный факт. Изначально разработчики планировали полностью одиночную игру, но после случайного бактеста, где несколько персонажей столкнули тестового ящера одновременно, команда решила сделать мультиплеер и оставить механику толчков как полноценную фичу, а не ошибку. Создатели вдохновились оригинальной популярной игрой Only Up 2023 года, которая уже удалена из Steam из-за стресса у разработчиков. Создатель оригинальной Only Up в своих ранних постах упоминал, что проект задумался как проверка собственных навыков и собрал целый вертикальный мир за пару месяцев. Из-за этого в игре много импровизационных конструкций, часть маршрутов строилась буквально по настроению, с эскизами, нарисованными от руки, а один из уровней первоначально был задуман как тренировочная карта по проверке физики лестниц. Cairn Demo. Это первая глава полномасштабной игры об альпинизме, в которой вы знакомитесь с миром горного хребта Тензен и сопровождаете Ааву в ее первом восхождении. Демо-версия предлагает свободное обучение на скалодроме, подъем к самой высокой точке локации и знакомство с ключевыми механиками, которые будут развиваться в основной игре. Игровой процесс строится вокруг реалистичного скалолазания. Вы ищете удобные точки опоры, удерживаете равновесие, рассчитываете силы и следите за состоянием персонажа. Каждый маршрут вы прокладываете самостоятельно. Гора полностью открыта для исследования. Склоны можно изучать заранее, планировать траекторию и корректировать ее в процессе подъема. Чтобы выжить, важно следить за ресурсами. Магнезия, крючья, еда, вода и лекарства пригодятся на длинных выматывающих маршрутах. Вы можете разбивать биваки, исследовать террасы и подбирать припасы по пути, подготавливаясь к финальному рывку. Интересный факт. Визуальный стиль Cairn вырос из серии альпинистских иллюстраций Матье Бабле, которые изначально не планировались для игры. Команда увидела потенциал в его рисунках и подстроила художественное направление проекта
именно вокруг них. Сначала появился стиль, и лишь потом адаптировали под него механики. А атмосферу усиливает музыка и звуковой дизайн от авторов саундтреков Limbo, Inside, Control и Cocoon. Команда The Game Bakers консультировалась с реальными альпинистами и строила систему так, чтобы вы читали усталость по дыханию, дрожащим рукам и неудобной стойке, а не по визуальному интерфейсу. Игроки обнаружили интересную деталь. В тредах делятся историями, как у героини неожиданно ломается кисть или травмируется палец, если долго висеть в плохой позиции. Приходится спускаться, ставить лагерь, перематывать руку и планировать новый поход. И именно эти мелкие драматичные моменты многие называют самым альпинистским элементом демо. Полный релиз планируется не раньше 2026 года. Frog Jump. Это динамичная и яркая платформенная игра, в которой вы управляете ловкой лягушкой и стремитесь добраться до вершины сложной вертикальной карты. Каждое движение требует точного расчета. Один неверный прыжок может отбросить на самое начало, а борьба за лидерство только усиливает напряжение. Игра поддерживает одиночный режим и сетевые матчи до 8 игроков. На трассе вам придется не только преодолевать препятствия, но и активно взаимодействовать с соперниками. Лягушачий язык способен толкать и цеплять других игроков, а прыжковый удар позволяет отправлять оппонентов в неконтролируемый полет, создавая хаос и неожиданные ситуации. Уровни построены как вертикальные испытания с платформами, ловушками и участками, требующими точного прыжка. Визуальный стиль выполнен в ярких цветах, а анимации подчеркивают веселую соревновательную атмосферу. Несмотря на легкость подачи, игра предлагает достаточно челленджа, особенно в многопользовательских гонках, где каждый стремится первым добраться до финальной точки. Интересный факт. Оригинальная концепция Frog Jump появилась после того, как разработчики проводили внутренние эксперименты с физикой языка, созданные для другого проекта. Механика оказалась настолько забавной, что вокруг нее построили полную новую игру. В Reddit-тредах игроки отмечают, что Frog Jump стал для них anti-only up, где падения не карают, а превращаются в смешные ситуации. В фанатских гайдах появилось упоминание лягушачьего суперзаряда. Если сделать 3 прыжка подряд с определенным ритмом, об этом догадались случайно, то лягушка начинает слегка светиться, а следующий прыжок становится почти в 2 раза мощнее. Разработчик подтвердил в комментариях, что это не секрет. В ближайших планах у создателей добавят соревновательный режим на время и линейку тематических лягушек. Одна будет с железной физикой, другая с магнитными лапками, а также режим для стримеров, где зрители смогут влиять на интенсивность прыжков или внезапно менять гравитацию. Baby Steps. Это необычный симулятор ходьбы, в котором вы играете за Нейта, человека, привыкшего к пассивному бесцветному существованию. Его жизнь меняется, когда он неожиданно попадает в загадочный туманный мир, где каждый шаг – настоящее испытание, требующее концентрации и аккуратной работы с физикой конечностей. Управление основано на реалистичной симуляции движений и намеренно ощущается неуклюже, превращая простое перемещение в последовательность маленьких побед и крупных падений. Игроку предстоит исследовать просторные ландшафты, подниматься на горные вершины. Динамическая музыка, природные звуки и особое внимание к деталям создают атмосферу спокойного, но упорного восхождения. Baby Steps построена вокруг идеи личного роста через преодоление трудностей. Падение здесь не наказание, а часть естественного процесса. Каждая ошибка ведет к пониманию, как двигаться дальше. Это медленное, но удивительно захватывающее путешествие, в котором важно не столько достичь вершины, сколько научиться делать правильные шаги. Интересный факт. Baby Steps выросла из 2 отдельных прототипов, где разные авторы пытались симулировать реальную неуклюжесть. И в итоге объединилась в единую игру, основанную на идее, что движение может быть самой забавной и самой драматичной механикой одновременно. В одном из старых подкастов Ходи признался, что хотел показать героя, который развивается только потому, что перед ним нет выбора. По словам команды, в ранних сборках Нейт даже мог забывать, как стоять, если игрок долго не делал шагов. Эту механику убрали, потому что тестеры слишком сильно переживали за персонажа. И игроки на Reddit писали, что давно не чувствовали такой ручной работы в анимациях. Каждый шаг кажется отдельным маленьким квестом. Геймеры также обнаружили скрытые провалы памяти Нейта. Если сделать определенную комбинацию неверных шагов на склоне, похожую на баг, но это не так, герой вдруг произносит новую, более мрачную реплику про свою прошлую жизнь. Реплики были спрятаны глубоко в файлах, как voice alt. По словам разработчиков, это маленькие дверцы для тех, кто готов упасть 100 раз подряд. Все эти игры объединяют одно. Они заставляют смотреть на падение не как на поражение, а как на часть пути. Иногда вы падаете вниз, чтобы подняться выше. Иногда злитесь, смеетесь, бросаете контроллер, но все равно возвращаетесь. Ведь в этом и есть суть восхождения. Пробовать снова, пока не получится. Такие проекты напоминают, что путь к вершине – это не гонка, а путешествие к самому себе. И пусть дорога будет сложной, зато момент, когда вы наконец стоите на вершине, стоит каждой секунды пути. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, а главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена, всем пока-пока.